Всем привет! В этом видео я вам хочу показать топ американской проймы. Я хочу подробно показать этот топ еще раз, потому что мой топ заинтересовало девочек. Они мне и по контакту, и по ютубу вопросы задают, хотят подробно посмотреть, поэтому получается мне это как бы повторное видео, но этот раз уже как я вяжу, потому что это я вязала год назад, там только фотография. Я предложила дочке вязать, она с удовольствием согласилась, но другой цвет не хотела. Опять-таки хотела белый цвет, потому что она у меня темненькая, говорит, белый цвет хочет. Я хотела попробовать другой цвет, но так получилось, ничего страшного. Я в этом видео мастер-класс, громко сказано, подробно буду все рассказать. И я вам хочу показать сам суть вязания. Потому что вот эти размеры, что я буду вам рассказать, это сугубо лично, потому что, понимаете, разные спицы есть, хотя у меня тройка спицы, но все равно есть сейчас новомодные спицы разные, они по-разному вяжут, разные плотности, разные пряжи. Поэтому это не берите в голову, я просто говорю, как я вяжу, сколько набрала, чего делала. Вы должны делать на свой размер, на своего предпочитания и так далее. Долго не хочу утомить, я вязала это, я вяжу на дочку, у нее размер S. Эти размеры, что я вам говорю, это мы в магазине, что вещь покупаем для себя, мы возьмем, у меня девочки S возьмут, а я возьму M. Ну это как... Сколько правда, сколько неправда, не знаю. И мы вещи любим чуть-чуть как бы свободное облегание. Поэтому все равно вы вяжите, как вам, как ваш размер и как правильно. Смотрите, я как вязала. У меня пряжа Казал Baby Cotton. Она у меня очень нравится, пока не меняю. Цвет белый, холодный, 34-32. Израсходовала пока не знаю, я потом могу сказать вам, сколько израсходовала. Здесь расход мало будет. Я вяжу на тройке, китайский тройка у меня. На четверке я вязала свою футболку, я очень довольна. На этот топ, я думаю, надо, чтобы более стабильно было, Вяжите, это очень красивая вещь. Это, я так понимаю, мода нету, это классика. Что значит американская пройма? Как я понимаю, это чисто воды наша реглан снизу вязать без рукавов. Я реглан снизу не вяжу, потому что привыкла сверху и как бы мне не интересно. Тем более я плечевое изделие не вяжу на заказ очень давно, я вяжу для себя, для девочек моих, поэтому мне сверху очень даже удобно. Чуть-чуть вязала, примеряла, сильно расшиты не надо и так далее. Поэтому кто вяжет снизу реглан, это тот случай, который просто рукава здесь добавишь, будет то же самое. Поэтому здесь ничего трудного нету. Я так поняла, людям интересно, наверное, эти убавки. Убавки можно делать как бы разные, разновидностей много. Здесь я делала так довольно нормально. Я набирала по кругу, можно это вязать не по кругу, можно вязать сшивной, а я предпочитаю, чем меньше шить, тем лучше и красиво. Я вязала по кругу. Одну петельку я делала, как ложный шов называется, или имитация шва. Я делала из-за того, что оно ничего не даст, конечно. Я делаю для того, чтобы потом вот эти разные пряжи прятать на эту петлю. Я думаю, хорошо отсюда сильно видно не будет. Потому что хлопок, вы же понимаете.
Чего я на четверке не вязала, еще причина какая? Потому что здесь много убавок. Я считаю, что на четверке, наверное, было бы неаккуратно. После стирки это еще аккуратнее будет. Вот смотрите, как я убавила. Я уже спинку вязала, поэтому я буду показать теперь другая сторона. Набирала 188 петель и одну еще для замыкания круга. 189 петель у меня. И что я делала? Чуть-чуть резинка делала. Я не люблю сильно много резинки, чтобы не тянула, хотя хлопок не держит. Ну и лучше еще для меня. Поэтому резинка сколько хотите, вы столько и вяжите. Можете платочный вязать, как хотите. И вязала до проймы, до подмышки. И здесь убавила я 2 штуки. Когда моя бабушка вязала, всегда, даже на детей, на взрослых, она всегда убавила здесь подмышки 4-5 петель. Но на этот вещь лично мы сильно открыто не хотим. Я бы могла бы вообще не убавить подмышки, сразу убавки делать. Ну, решила 2 штуки делать. На мою тоже 2 штуки делала. Если вам нравится более открытый, или у вас размер такой, что надо более открытый, можете делать 4-5 штук, как вы хотите. Это ничего суть не меняет, топ не меняется, так и останется, как говорится. Теперь я хочу вот эти убавки показать. Смотрите, я убавляю как? Тоже разные способы есть, но я здесь убавляю вот так 2 вместе. Здесь этот узелок тоже очень мешает, но ничего. Надо как-то делать. 2 вместе. Возвращаю назад. И 2 вместе. Вот, надеюсь, вам видно. Вот. И вяжу изнаночной. До конца ряда вяжите. Я еще не привыкла. На камеру надо смотреть или смотреть, где я вяжу. Ничего, это тоже надо учиться. Может, для кого-то это все элементарно, я понимаю. Но кому-то, может, поможет. Потому что раз спрашивают, значит, хотят узнать подробно. Есть начинающие, есть люди, что им все время надо все показать. Такие тоже есть. Допустим, я могу на картинку смотреть и делать выводы. Все равно каждый вязальщица, я думаю, чтобы не было свое 5 копеек ставит, как бы. Кому как удобно, вот так и делает все равно. Вы тоже делайте так. Свое мнение дороже. Как хотите, так и вяжите. Я просто суть показываю. А остальное ваше личное дело. Мы же все равно самоучки. Не то, что просто какое-то заведение закончили. Допустим, я. Я вообще инженер-технолог по профессии. Ну, вязать я очень люблю. Я хочу вам сказать, я 8 лет вяжу и буду вязать. Я все время вяжу, все время. Даже если я устала, вяжу, если я болею, вяжу. Это мне и удовольствие, и мне нравится, и результат мне нравится.
Но я всю жизнь стараюсь вязать ровные петельки. Это тоже надо иметь в виду. Надо улучшать все время. Смотрите, дошли 2 вместе, возвращаю и еще раз 2 вместе. Вот, давайте это самостоятельно. Я потом на лицевом ряду уже буду показать, как убавки делать, чтобы ваше время сильно не занимать. Смотрите, в каждом лицевом ряду будем убавки делать. Сначала кромочный снимаем, второй тоже снимаем, не вяжем, третий вяжем, а второй, который не вязали, пропускаем через третий. Это будет первая убавка. Убавки делайте как? Делайте в каждом втором ряду, это получается на лицевой ряд. Но смотрите, вы должны мерить, узнать на ваш размер, сколько рядов, ну и сколько петель убавить. Я не знаю, кто какой горловина хочет, у кого какой рост. Я на точке вот буду делать горловина, как у меня. Чуть-чуть росток буду вязать. А вы как хотите. Можете без ростка делать. Тоже можно. Кто-то гольфик как делает, тоже можно. Это разные разновидности есть. Но я делаю как у меня. Вы уже увидели. А кто не увидел, у меня на канале есть. Посмотрите, пожалуйста. И я надеюсь, вы не обижаетесь. Точки уехала, в городе нету, поэтому я ее фотку не могу поставить. Будет моя фотка, потому что это совершенно одинаковый будет, как бы. Ничего не изменила, даже цвет одинаковый. Поэтому, я думаю, не обижайтесь. Смотрите, как на меня сидит. Конечно, на точке может еще лучше было, но сейчас возможности нету. Я хочу быстро это мастер-класс показать, потому что сезон люди вяжут, что я буду уже осенью показать, понимаете? Вот так вот. И будете убавки делать. Я на спинке убавки делала, у меня осталось 36 петель. А вы уже для себя решите, сколько убавки делать. Разные размеры, я так понимаю, разные получается. Но все равно, какой бы размер вы ни вязали, все равно надо в каждом лицевом ряду делать эти убавки. Смотрите, вязали, осталось 3 петельки. А этот раз вот 2 вместе просто-напросто вяжем и все. А кромочный обязательно изнаночный вяжите. Изнаночный ряд как по рисунку, как обычно. И дальше будете вот так и дальше вязать. Если что, промотайте, еще раз посмотрите. Я не хочу ваше время просто тратить и все время показать. Я надеюсь, я очень доступно показала. Надеюсь, вы поймете. Если что-то не поймете, скажите. Будем самостоятельно вязать горловину, и потом я покажу, как я буду делать горловину. Вот, по 5 штук будем закрывать. 1, 2, 3, 4 и 5. Тоже под камерой по петельку первый раз. Если что, извините, буду учиться. Вот. У меня, я убавила до 50 петель. У меня осталось там 50 петель. Я разделила на 2 по 25 петель. И вот так закрываю по 5 петель. Изнаночные вяжем всегда по узору. Изнаночные. Ничего не делаем, не изменим. Ничего. А будем вот так закрывать, пока не останется 5 петель.
Вот. Опять 1, возвращаем назад, 2, 3, 4 и 5. Эту кофту я когда-то не по ютубе, а по интернете просто увидела. Картинка, даже не в прошлом году, когда-то. А у меня тоже когда-то был такой покупной топ, только там горловина как водолазка. Честно говоря, не сильно и удобно было, потому что вроде бы рукава нет, водолазка. Я вспомнила, думаю, почему бы нет. И вязала. Опять возвращались. 1, 2, 3, 4, 5. Это, как вы видите, это уже последний раз. Осталось 5 петель. Изнаночный по узору, просто изнаночный. Так вот. Теперь вот это последние 5 тоже закрываем. И все. Три, 4, и это 5. Вот так. Вот. Смотрите, вот это все закончили. Вот, смотрите, что получилось у меня вот тут. На спинке я петельки не закрыла, открыто оставила, чтобы отсюда набирать уже, чтобы здесь шовчик не видно было. Поняли? Я сейчас по кругу наберу и будем вязать резинку. Тоже это индивидуально. Мои мерки и петельки это ничего не значит, потому что, девочки, смотрите, разные голова, разные размеры, да? Это у меня маленький топик, еще и короткий делали мы под высокие джинсы. Поэтому это вы будете сами регулировать. Я буду набирать вот по кругу и по бокам тоже буду добавить, сколько мне надо. Я как добавлю, я покажу вам. Самостоятельно это можете делать, просто мне под камерой вот эти все набирать мне неудобно. Еще и первый раз у меня такая конструкция чуть не падает. Поэтому я самостоятельно буду набирать и вам покажу, что получается у меня. Вот, уже на топ похож вроде бы. Смотрите, я набирала вот поднимала эти петельки. А на спинке у меня открыто было, поднимала тоже. И каждый на плечи я добавила по 15 петель. Ну вот это мне устраивает, сколько у меня. Это вы будете ваш размер, смотря у кого какая голова и сколько плечи широ или узко хотите. Набирала пару рядов, вязала, чтобы вы посмотрели. Здесь уже, как говорится, на вкус и цвет я собираюсь вязать 2 сантиметра, как и у меня. Больше я не хочу. Ну, если кто-то хочет больше или меньше, можно. Здесь все аккуратно. Здесь, конечно, эти поростки чуть-чуть видно, но ничего, после стирки лучше будет. Главное все вот это вот все аккуратно, смотрите.
Вот под мышками, смотрите, по 2 убавила, и мне хватит. Я не хотела больше. Видите? Вот. Я надеюсь, что объяснила хорошо, вы поняли неправильно, что я хотела доносить вас. Ну, если что, извините, первый раз под камерой вязать это очень, оказывается, трудно, как будто первый раз, первый класс, но ничего, буду учиться. Если какие-то вопросы будет, задавайте все равно. Может, еще все равно вопросы будет. Вы можете выбирать другую пряжу, естественно, и вязать на свой размер. Ну, этот вещь я вам советую, потому что я считаю, что майка не майка, топ не топ, но очень стильная вещь. Как бы всем, я думаю, всем такой фасон идет. Я советую, если что, вяжите. А если кто-то не хочет вязать, просто посмотрите, как я вязала. Вот. Ну все, спасибо за внимание. Если что, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч!